оказывается, тоже какая-то парковка, где можно все слить. Но, скорее всего, будет платно. Тоже не знал, что этот знак значит. Стоит кемп, автодом, а под ним вот, стрелка вниз. Я думал, назад проехал парковку сначала, ну а потом оказалось, что это слив серой воды. Ну, серой воды туалета. Вот. И вот мы там перепарковали, ну, мы там как бы запарковали, все, выдержали. И когда оттуда мы выехали, наш штурман, конечно, плюнул на все это, поэтому его функции взяла Оксаночка. И она нашла замок какой-то там. Это... Пришли мы запарковаться там, ну, нереально. Вообще, 2 раза мы проехали, не нашли. Поехали немножко, стали дальше. Парковка была пустая полностью. И пошли мы туда. Пришли, а там 2 замка. Тот, который новейший, новый, или я не знаю, там какой-то там 1800 года. Который замок, а потом да, еще а потом развалин. Мы такие покрутились, пойдем сначала в развалин. Ну, спустились, там недалеко, там минут 5 идти этими улочками маленькими, все. Спускаемся мы к этим развалинам. И я такой, на полном морозе. Там сидит какой-то чепушила, а я такой валю, блин. Он, hello. Кричит ему, Кричу, что там мужчина, Hello. билет Какой купите. билет? Ты чё, блин? Капец, он стал за тобой бежать, хотел. Хотел, но он уже Да, встала, потому что да. я тебе уже закричала. Да, вот. Ну, возвращайся, короче, надо было купить билет. Или же можно было купить у него за 5 евро. Ну, а мы цивилизация. Мы наличку не носим. У нас карты, у нас телефоны. Ну, потопали мы назад. А в главном замке там можно купить. Хочешь купить замок, хочешь купить туда, что хочешь. Ну, мы купили комплект. Говорю, ну раз уже тут, давай. Это опять подтвердило то первое правило. Если вы пришли или увидели, все, ребята, оставляйтесь. Да, все, вы должны там пролезть все, что найдете, за любые деньги. Оно того стоит. Опять снова это подтвердилось. Мы когда пришли на эти развалины, все, челюсть отпала. Красотища. Во-первых, как самих развалин на скале, открывается куча видов. Ну, просто, не передать. Вот. Просто бомба. И тут мы потом все сделали, пошли наверх. А наверх мы пошли с таким планами, что просто походим по террасам, вокруг, да и все. Оказывается, не тут-то было. Там заходишь вовнутрь, внутренний двор, красиво все это, а террасы нужно заходить вовнутрь. Он небольшой, конечно, по сравнению с убранством вот замка в Чехии, допустим, он слабоват. Но это все же относительно, да, по сравнению там, с чем-то другим, он, допустим, будет круче. Вот. Но наш чувак, да, сразу отреагировал. свой пацан. Но его никто не контролирует. Никого внутри нету. Нет, был мужчина, ходил. Не видел? Я не видел вообще никого. Ходил, он бегал прямо Ну, по этим. Да. Был. Я никого не видел. И чё, там просто тупо камеры. Я вообще ни одного не видел. И я фотал все, что хотел. И даже с камеры 360. Палку поднимал там свою эту телескопическую. Все это. В общем, это я все делал. Пайри Долче. Вот. Так что вот в этом плане это просто бомба. Вот. И потом мы вышли на террасу. На 2-м этаже терраса, которая открывает вид на вот этот вот развалины. Ну и плюс там еще там, на море, на это все. Ну просто бомба. Просто шикардос. Поэтому опять правило подтвердилось. Вот. И вот мы там, много мы времени там провели. Часов до 3, наверное. И тут возникает следующее правило. Из этого. Парковаться на вечер нужно в 5 часов, вы должны заезжать на парковку. Это по моему мнению, или по нашему мнению. Вот. Никого не навязываем его. Потому что, как опять оказалось, начали мы искать парковку. Кемп нам не нужен был, парковку.
Вот. Ну и вот правило стало подтверждаться. Ночью запрещено. Ночью запрещено. С 22 до 6 запрещено. Ну и там же ж рецензии люди пишут в этой аппликации. Утром постучались полицейские за 5 без 5-8. И это 100 евро с человека штраф. А тут возникает вопрос. Возможно, это в сезон. Потому что мимо сезон, ну уже когда сезон, не сезон, так, ну там ловить из одной машины. Хотя в любом случае 100 евро, 200 евро штраф. План выполнен. Вот. Но я говорю, это мы не стали рисковать. В общем, покрутились мы по Хорватии. Нифига. Нашли в Словению. Заезжаем в Словению. Все то же самое. Ну а там в Словении, там ее ехать 20 минут. Только мы выезжаем со Словении, только вот границу мы выехали, и через 250 минут, 250 метров Италии парковка. И мы уже просто самую первую, она возле пристани, все взяли, блин. Лишь бы уже, ну куда, ну уже 2 часа ищем, уже все, уже хочется остановиться, уже ж приготовить, покупаться, помыться, там, поесть, покушать. Завалиться, тут кучу видео надо сохранить, записать, все это. Все, остановились, это, все дела сделали. На следующий день едем. Ну подожди, это уже в Италии мы этот замок смотрели, да? Да, сразу, да. Ну вот это просто, да, это я уже немножко перескочил, забежал вперед. И тут мы вот это ж выехали, все, вот с Италии. И только мы выехали, проехали 250 метров, и там уже такая шикарная была прямо это, как его, ну прям на берег воды, и все, ну у моря прям красота. Потом туда мы замок вот этот вот посетили, все. И давай же тоже вот это вот искать парковку, и хопа, находим. Тоже уже были трудности. В пару мест мы заехали там, или как-то так, что не получилось, или что. А тут заезжаем, было 3 места, парковка полностью пустая, и мы в самый конец приезжаем, и там мы одни. Правда, утром потом... нет. Вечером приехала еще одна машина, но она постояла и уехала, не понравилось ей, наверное. А утром я встаю, а нас там уже 5. Вот. Но полностью все приехали, ты не слышал? Я не слышал. Ты не слышал, они все приехали вечером. Я потом вот наш утром встал, там нас было 5, а все остальное пусто. Ну, я так понимаю, там сезон, там пляж, мы потом прошли, проверили, там пляж, все. Ну и опять же, мы потом выехали, я пошел посмотреть на пляж, а там парковка была еще красивее. Она была по пути, но просто мы ее не видели. На карте она не обозначила, или обозначилась, ну, в общем, не суть. Мы просто поехали по навигации туда. Да. А с правой стороны была еще, которая открывалась прямо на берегу моря, все так красиво, парковка сделана для этого. В общем, красиво. То есть в Италии с этим проще. Проще в отношении как? Возможно, если в глубину этого поехать материка от берега воды, там, от моря, там будет проще. А возле воды проблемно. Очень проблематично. В это время было проблематично. Я представляю, летом, что там делается летом. Это кошмар. Летом. Ну, я говорю, у нас опыт первый. Вот, когда вот это вот все с детворой едут. И сейчас такое количество автодомов путешествует. То мне даже страшно представить, что делается летом. Вот. Ну вот мы там переночевали, все. И потом уже мы поехали. Проехали мы вот этот Триест. Да? Нет. Тут мы... тут мы встали, это уже было за 3... Нет, перед Триестом это было. Тут мы встали и решили, что мы поедем, что будем делать, как это, а давай, у Оксаны Семеновны возникло дело, идея, поехали в Пизу. Ну, мы начали, давай планировать, куда поедем, куда поедем, мы каждое утро мы встаем, и вот что там, потом как это. Я просто увидела, говорю, слушай, мы не были в Пизе. Да, потому что мы были в Неаполе, в Риме, там... В этом, что там? Попе, мы были, в Казерте. Да, вот это мы сюда как бы были. До юга сильно далеко. Давай Пизу. Я говорю, давай. Сколько километров? 457. Вот. Ну давай.
ехать, мы выехали в 10, нет, чуть-чуть позже, потому что в 10 я только встал, сел в машину. Чуть позже, и по навигации у нас 18:30 нужно было. Можно там, должны были там быть. Вот. Но опять же, навигация едет Как ей надо. да, скромными вот этими улочками, которые мы едем.